Окошко открываешь и видишь, как оттуда летят ракеты в твою сторону, и думаешь, ну все. И, соответственно, когда играет сирена, Когда она не играет, ребят, она орет так, что у тебя кровь в жилах стынет. Жизнь на войне. Евреи и арабы враждуют со дня появления Израиля. Нас пустили в секретные бомбоубежища. Именно в это место, когда начинается очередная война, все руководство города спускается и находится во время всех обстрелов. И самодельные бункеры. Тут как бы страшно, да? Господи, там еще и жуки в раковине, полные раковины. Наши герои рассказали, как выжить под обстрелами, сохранить жизнь, спасти детей и близких. Ты ночью спишь возле дверей с 3 детьми, потому что нет защиты. Муж ничего не говорит, он просто плачет, ему страшно. И почему они, несмотря на войну, остаются в Израиле. Проходите. так. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Это мои дети, это Александр. Это Алексей. Привет, привет, ребята. Проходите, пожалуйста, Так, у вас еще третий. Третий у нас в садике. А, Он маленький, ему 3 годика, но в Мамат мы бегаем хорошо. Он тоже мальчик. Он тоже мальчик. 3 мальчика. 3 мальчика. 3 будущих защитника Израиля. А, вот так даже. В армию пойдут? Конечно. То есть здесь люди не прячутся от армии? Нет. Здесь никто не прячется от армии. Ну, вы не боитесь там Здесь за все здоровье, идут в за армию. жизнь? А кто, если не мы, будет защищать нашу страну? Вы сейчас переехали, это новая квартира Это здесь, да? новая квартира, да. Мы переехали из-за чего? Из-за того, что здесь есть Мамат. Мамат Комната это безопасности. бункер? Бункер, или идемте, я вам бомбоубежище? покажу наш бункер, чтобы вы видели, понимали, что это такое. Что такое бункер и с чем его едят, как говорится. Так. Вот наш бункер. Это комната безопасности, которая В смысле? закрывается. Это же Это обычная комната, это же да? просто детская комната. Да, это детская комната, но здесь есть бронированное окно. А-а-а. И вся эта комната из бетона. То есть в случае попадения ракеты есть вероятность того, что ты останешься живой. Ого. Здравствуйте. Здрасте. Я Паша. Я Максим, очень приятно. Так, Максим, во-первых, где мы и кто вы? Мы находимся в муниципалитете города Ришон-ле-Цион. Я заместитель мэра этого города. Ого. Я отвечаю за безопасность в этом городе. И вот мы здесь, святая святых. Расскажите, пожалуйста, куда вы нас запускаете в это эксклюзивное место? Что это такое? Поскольку безопасность должна быть безопасной, Так. поэтому наш центр управления безопасности, который сейчас, слава богу, не работает, поскольку у нас сейчас все безопасно, и он находится на минус 3-м этаже. То есть это бомбоубежище? Это фактически бомбоубежище. Наши экстренные службы находятся там, когда начинается очередная перманентная война. Пожалуйста. Ого. Так, это секретное место вообще? Сюда много людей пускают? Вы должны Нет, сказать, что сюда никого сюда, не в пускают. принципе, пускают только работников. Да. Да, То есть поэтому... это мы пробрались. Но именно в это место, когда начинается очередная война, все руководство города спускается и находится во время всех обстрелов. А тут кто-нибудь когда-нибудь снимал до нас? Не думаю. Мы первые? А что тут за звук? Мы пробрались в бомбоубежище правительства. Здесь еще никто никогда не снимал, как мне сказали. И мы увидим, что же находится внутри. Проходим. Так, подождите. Так это же... Какое же это бомбоубежище? Это какая-то конференц-холл какой-то. Это весь этот этаж является бомбоубежищем. Сюда, когда начинаются обстрелы, мы все спускаемся. Значит, здесь находится мэр города. Вот это место, да? Да, Давайте померю я, чтобы сразу. померите. Так, сразу. Так, оп. Ага, так. Генеральный директор муниципалитета и по кругу руководители. Можно я ноги поставлю так, нет? Нехорошо Можете, будет. мэр не обидится. Нормально, да? Вы не будете осуждать? Нет. Вот так, понимаете, вот она свобода. Мы так израильская, обычно и понимаете? сидим. Пришел, сел в кресло мэра, ноги развалил, меня даже не бьют. А вы же чиновник, да? Правильно, как должность называется? Да, же? мне бить нельзя, мы в Израиле. Ну, хочется, да, за наглость? Да, Или... не хочется. Вот это, вот как это можно к этому привыкнуть, да? Быстро, У вас даже очень осуждения быстро. в глазах нету. В Израиле очень быстро привыкают, сидят ногами на столе,
под столом и как угодно. Но когда начинается война, все происходит немножко по-другому. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Паша. Я Маша. Вы здесь живете, да? Я правильно понимаю, что в этом городе часто бывает обстрел? Мы сюда переехали только 3 месяца. До этого мы жили в другом районе, в Атикоте. Там Амат находится тоже внизу, а мы жили на последнем, на 6-м этаже. Амат — это бункер. Бункер, да. И, к сожалению, когда случается сирена, она обычно случалась ночью. Не успеваешь спускаться. Ну, тем более с 2 детьми. Муж у меня работал ночью. И приходилось, можно сказать, жить между этажами за лифтом, чтобы хотя бы лифт защищал. Смотрите, если вы не успели, то дверь закрывается просто? Нет, она не закрывается, она просто бывает иногда вообще просто не открыта. Ну, например, когда мы жили вот там, в Атикоте, в другом районе, там бункер открыли только в последний день. Вот почти неделю нас бомбили, и почти неделю я с 2 детьми, а младший ребенок у меня в спектре на аутизм. Мы жили на одеялах между этажами. И, соответственно, когда играет сирена... Когда она не играет, ребят, она орет так, что у тебя кровь в жилах стынет, чтобы ты понял. То есть очень громко, очень Она страшно. орет так, что, я не знаю, реально, у меня ребенок младший, вот ему 3 лет, 3 года. Он слышит сирену, он летит в Мамат, ребенок в 3 года, который, извините меня, срать сам не может, да, скажем так, по большому счету, да, потому что дети в 3 года, они маленькие. Он слышит сирену, он летит в Мамат сам. То есть, насколько у детей изначально уже, вот они еще даже не родились, они еще в утробе матери, у них уже нарушена психика. Ребенок, 9 лет. 9 лет ребенку. После ракетных обстрелов мы имеем встречу с психологом, с психиатром, с невропатологом. Ребенок заикается, у ребенка заплетаются ноги, у ребенка тики. Вы понимаете, это же не шутка, это же наши дети, это же наше будущее. И что? Америка орет, мы обстреливаем Газу, мы там террористы. Ребята, поднимите сраки, приедьте в Израиль, привезите своих детей. И мы покажем вам, кто кого обстреливает. Вы чё? Израиль вот такой на карте. Вот такой. По сравнению с арабами, которые нас окружают. Кого мы обстреливаем? Кого? У меня куча друзей, куча знакомых, и никто не знает, завтра они будут живы или нет. Никто не знает. Вдруг твой сосед – это тот же террорист. Ты этого не знаешь. Да, реально ты не знаешь. Сколько у нас было терактов? Просто люди с детьми шли, гуляли, отдыхали. И что? Ножом в сердце? Значит, как вы видите, вот это экраны. Эти экраны, сейчас мы смотрим на них чудную картинку. Но в момент обстрелов на них появляется карта города. Мы видим прилеты. Мы видим место попадания. Здесь находится следующая цепочка. Здесь находятся наши работники, которые, получая от нас решение, передают по необходимым службам. А что это, например, за решение? Буквально 1.5 года назад, когда мы были под очередными обстрелами, ракета попала у нас в городе, и, к сожалению, погибла женщина. Она не успела зайти в бомбоубежище, не успела зайти в дом. Нам нужно было на месте принять решение, что мы с этим делаем. То есть начинается оцепление. Первое, обычно на место приезжают муниципальные полицейские, потом сразу подтягивается полиция и военные. Делается несколько цепочек окружения. Поскольку там есть ракета, которая могла разорваться, могла не разорваться, мы на месте, поднимаются наши карты, поднимаются наши программы, мы в течение 1 минуты понимаем, что происходит в этом районе, в этих домах. То есть мы решаем, что делать. Самое главное, первое, в этот момент понять, сколько людей может находиться в этом доме. Чтобы когда мы их эвакуируем, мы понимали, что мы никого не забыли ни в какой квартире, что все вышли. А как часто здесь сирена звучит?
Ну, вот в прошлом году очень часто было. За каждую неделю, каждый месяц или как примерно? Было ровно там неделю было подряд. То есть днем и ночью мы жили как на пороховой Несколько раз бочке. в один день, Да, в течение дня? да. По нескольку раз. И мы спали возле двери там первые дни. Потом мы поняли, что бесполезно спать возле двери. Нужно выбираться в подъезд, потому что у нас последний этаж, и окна выходят как раз на газу. То есть, ну, окошко открываешь и видишь, как оттуда летят ракеты в твою сторону, и думаешь, ну все, там, последний, не последний. Один раз я просто открыла окно посмотреть, ну, вообще, что на улице хотя бы. И в этот момент не было сирены, сирена почему-то запоздала, и взрывается ракета практически над домом. Меня отнесло назад. Я не знаю, как не разбило стекла. В смысле отнесло? Как Ну, в как фильме? волной, да. Ну, вот прям вот так вот. То есть, как бы я не упала, но отнесло. И это, конечно, было вообще... И я тогда уже приняла решение с детьми спуститься уже вниз, потому что это уже все. И когда там взорвали с топливом большой бак, несколько дней это все горело, мы с детьми получили отравление. Нас рвало там 2 дня и все такое. И было, конечно, ужасно вообще, потому что и к врачам не обратиться, потому что и в магазин не выйти, никуда, ничего. Вот, говорю, вот волонтеры нам привезли тогда вот продукты, и все, вот благодаря этому мы выживали. Мы до этого жили в квартире, где нет мамада. Вот, то есть нет бомбоубежища? Нет. Его просто нет. Мы жили на 3-м этаже. 3-й 3. За нашим домом сразу школа. Ракета попала в школу. Ребят, это не смешно. Эта ракета попадает в школу и просто разрывает весь 2-й этаж. Если бы в этот момент в школе были бы дети, поверьте мне, жертв было бы 100. А это просто был там Это выходной? просто... Нет, это не был выходной. Это был 3-й или 4-й день подряд ракетных обстрелов. То есть дети были дома. А от того, что они или дома, или на улице, погода не меняется. Нет защитных помещений. Ты не можешь спрятаться, тебе негде. Просто негде. У меня на тот момент, это был март месяц. У меня родился 3-й ребенок, ребенку было 1,5-2 недели от роду. То есть вообще, я беру 2 детей, беру младенца, несусь с 3-го этажа на 2-й. Вы представляете, это каждые 5 минут. Ты несешься, ты ночью спишь возле дверей с 3 детьми, потому что нет защиты. Даже если ты спускаешься с 3-го этажа на 2-й, твою жизнь защищает лестничный пролет. Попадает ракета в крышу, сыпется весь дом. И это все бомбоубежище, то есть со всех сторон А вот перекрыт. сейчас мы находимся там, где находится колл-центр, который, по идее, мы не должны снимать, но Мы можем это я снимать? думаю, что не обидится, да. Это суперсекретное место. Да, как видите, здесь находятся камеры. В нашем городе 1800 камер примерно. И с помощью них вы следите за безопасностью. Да. Это система автоматического распознавания проблемных событий. Совершенно верно. И дальше, опять же, наши диспетчеры, они передают это в нужные станции, и пошло по своим кругам все. Вот даже видно сейчас, например, стоят камеры. Камеры стоят в разных участках, они меняются. У парня, который сидит за ними, смотрит, у него есть возможность переходить с одной камеры на другую, на любую, которую он хочет. Но с одним ограничением. Много камер у нас стоит в школах и садиках. Мы их не видим. Потому что по закону мы не имеем права смотреть, там находятся дети. Вот когда заканчивается обучение, камеры открываются, мы смотрим, что происходит дальше. Кто-то может там забраться в школу, похулиганить, еще что-то. В период военного, полувоенного положения, обстрелов, как этот колл-центр работает? Мы сюда привлекаем всех, кого можно привлечь, работников, опять же, муниципалитетов, вплоть до того, что я открою секрет, что когда были обстрелы, я лично спускался. В тот момент так получилось, что не было русскоязычного
Я лично спускался, отвечал на телефоны. Тем, кто не говорил на иврите, переводили мне звонок. Я отвечал на телефоны, разговаривал с людьми, успокаивал их и принимая решения и отвечали на их вопросы. Вспомните, какой у вас был разговор с человеком, который вам звонил во время обстрелов? Я вам скажу, что во время обстрелов самая острая проблема это бомбоубежище. И вы сюда сейчас переехали, здесь уже есть бункер, Здесь есть бункер, у нас есть доступ к нему. и он уже у нас нормально есть работает. Ключ, ну, как нормально работает. И, например, я, как мама, считаю, что он абсолютно не приспособлен. Он был весь завален. Вот соседка наша с первого этажа, они там с мужем сами своими силами все оттуда вытаскивали, очистили. А вот это дырки, это вот эти вот... Вот это окошко и вот эти дырки, да, это выход. То есть вот эти круглые дырки, это как раз воздух туда поступает? Да. Вентиляция. Эмиля, пойдем. Тут аккуратно, потому что ступеньки тут, конечно, света нету. То есть внутри темно. Ну, только вот через дырки то, что проникает, да? Да. А ключ это у каждого жителя подъезда? Ну, практически, да. А зачем держать закрытым? Почему не ставить его открытым все время? Потому что могут кто-то здесь жить. Бомжи, например? Да, например, бомжи, да, там, или кто-то может захламить. И включить свет вот этот, да? Да, но его здесь нету. То есть переключатель есть, но просто он не Да, работает. воды вот тоже здесь нету. Господи, там еще и жуки в раковине, полные раковины. Ой, Это жуки, да. шмар какой. Я даже не могу туда подходить. Соответственно, если сюда вот так забежали, то здесь сидит весь подъезд Да, на вот этих стульчиках. туалетик вот. Туалет есть, дверь. Ну, Это еще хоть с дверью, да? мы очистили, да, тут от паутины. Тут везде вот так весь унитаз был в паутине. Кошмар. Ну, тут как бы страшно, да, по идее, идешь в туалет, да, и тут дырка такая, там что-нибудь бомбануло, и тебе на голову прилетело. Это бачок с водой, который я вообще не знаю, кто-то будет с него пить или нет, сколько он лет здесь вообще, да. И вообще он работает или нет, его никто... Должны, по идее, должны приезжать, там, я не знаю, раз в год службы государственные, проверять бомбоубежище. Там, воду, то есть на пригодность. Здесь, я не знаю, я, конечно, здесь 3 месяца всего живу, но вот люди говорят, что никто не приезжал. Ну, вот соседки, вот мы своими силами здесь прибираем, хотя бы вот это вот здесь, это еще, можно сказать, тут чистота. Как часто так сирена играла? Извизжал, или как правильно сказать? Каждые полчаса, каждые 15 минут, каждые 2 часа. То есть это обстрелы, которые идут один за одним. Нет такого, что вот они сейчас постреляли, и как бы следующий обстрел через год. Такого нет. Израиль – это страна, которая постоянно подвергается обстрелу. Постоянно, с самого рождения наши дети знают, что такое сирены. Наши дети знают, что такое арабы, и наши дети знают, что такое ракеты. Вы представляете, с какими мыслями ложится ребенок и просыпается и засыпает? Он идет в школу, он не знает, дойдет ли он до школы живым. Мы садимся в автобус, мы не знаем, доедем ли мы. Потому что в любую секунду может начаться обстрел. И обстрелы это не такие, как там, я не знаю, знаете, не шуточные. То есть если летит ракета, ракета разрывает просто все, что она видит. Горят поля, горят леса, рушатся дома, люди гибнут. И никто ничего не делает. Мы все боимся кого? Мы боимся Америку, мы боимся санкций, мы боимся не пойми чего. Люди, а какая страна мира будет Израиль это боится держать? санкций от Америки? Ну, наверное. А почему мы тогда ничего не делаем? Какая страна мира, любая, покажите мне пальцами, будет терпеть постоянные обстрелы? Какая страна будет подвергать своих граждан опасности и при этом ничего не делая? Какая? К сожалению, не во всех домах бомбоубежища, только те, которые строились последние 30 лет, это уже обязательно стало. Сначала строили внизу бомбоубежище, потом стали строить на каждом этаже, а потом стали строить в каждой квартире комнату безопасности. Сегодня во всех домах комната безопасности в каждой квартире.
Но есть дома старые, в которых их нет. Скажем, если это 4-этажный дом, в котором нет бомбоубежища, нужно выйти на лестничную клетку. Обязательно прижаться к внутренней стене, чтобы напротив не было окон. Обязательно спуститься как минимум на 2 этажа вниз, чтобы подальше от крыши, потому что прилеты могут быть через крышу. И вы знаете, это спасает жизни. И, к сожалению, израильтяне уже знают, как действовать, знают, как себя беречь. Невозможно сказать, что нет погибших. Конечно, погибают. Когда идут обстрелы, увы, война — это война. Но все-таки, если бы не бдительность израильтян, если бы не уже, скажем так, навыки, которые, к сожалению, мы приобрели, если бы не наши службы, если бы не наше ПВО, жертв было бы намного больше. Вы сказали «железный купол». Поясните, что это значит? Железный купол — это система ПВО. Мой старший сын как раз служил на железном куполе, поэтому я неплохо про это знаю. Я раз в неделю привозил им туда пиццу и прочую еду. И не только я, потому что когда я привозил, я вдруг видел, что все их же ставили рядом с городами обстреливаемыми. Вот. И я вдруг видел, что все жители туда привозили столько еды, что они просто есть уже не успевали. Нас любят наших солдат. Так вот, эта система ПВО, она отличается от обычной ПВО чем? Значит, если мы говорим, допустим, про систему «Патриот» и прочее, да, они ловят ракеты дальнего действия. Им проще, потому что эта ракета летит дольше, у них больше времени на реагирование. Основная наша проблема из года в год была и нарастала, это именно «Кассамы», то есть практически ракеты домашнего производства, минометные снаряды, «Грады», которые летели на небольшое, «Грады» подальше, на небольшое расстояние. То есть ПВО, обычно ПВО просто не успевало отреагировать, и летели они низко. И вот тогда создали систему «Железный купол». «Железный купол» реагирует очень быстро. Он сбивает до 90% ракет. 100% невозможно сбить, 90% сбивает, даже если выпущено одновременно 20-30 ракет. То есть технически, если где-то на границе кто-то запускает ракету, то через 15 секунд эта ракета будет сбита? 90% этих ракет будет сбито. Мы не сбиваем все ракеты. Объясню почему. Потому что наши ракеты, которые мы сбиваем, она тоже довольно-таки дорогая. Мы все-таки евреи, мы умеем считать деньги. Мы сбиваем только те ракеты, которые мы видим, что они летят на город. Я хочу засечь, подождите. Попросить пока сделать запуск? Нет, смотрите. То есть пока я сейчас нажимаю, вот за эти 15 секунд происходит идентификация, что вылетела ракета, одновременно анализ траектории, и если эта траектория целевая, ну то есть в населенный пункт, то пока я договариваю эту фразу, ракета уже сбита. Да, но мы сейчас говорим про те ракеты, которые совсем маленького действия, которые летят по южным городам, таким как Ждерот. То есть там действительно вылет и прилет порядка 15 секунд. Если мы говорим, допустим, про Тель-Авив или про Ришон-ле-Цион, то она может лететь и минуту. Когда вы здесь уже сидите с людьми из своего подъезда, на самом деле, вероятность смерти, она все равно существует. Может что-то произойти, и, в принципе, здесь все может кончиться. И поэтому получается, что, возможно, там последний раз сидите, видите друг друга. О чем вы в этот момент разговариваете? Точно не об обстрелах. Это исключено абсолютно, тем более, когда дети рядом. Стараемся шутить, переводить все в шутки, не знаю, песни петь. Я с малышкой, мы песни поем. Я всегда стараюсь громко или хлопать в ладоши, чтобы она не слышала гул этих ракет. Потому что гул ракет, когда летит ракета, и ты в этот момент сидишь внутри и думаешь: Господи, куда она прилетит? Тебе на голову или мимо? И у меня мурашки, я рассказываю, у меня прям мурашки прям по коже. Что в этот момент стараешься уже смотришь на детей, думаешь: не, нельзя паниковать, куда. Начинаешь хлопать в ладоши, песни петь, давай, позитив. А внутри все бурлит. Кошмар какой. Одно дело, когда в шутку об этом смотреть или на Ютубе, или обсуждать где-то. Даже мы когда ехали сегодня, мы так, интересно, вроде праздный интерес такой был. А сейчас, когда я понимаю, что, в принципе, в любую секунду может зареветь сирена, а я ничего не ориентируюсь в этом городе,
И это сейчас я еще в бункере. Не факт, что выходить отсюда хочется. Потому что сейчас выйду, а заревет, и я даже не знаю, куда идти. Это очень страшно. Ну, по идее, должно быть в каждом доме, либо возле дома. Если вы видели такие белые там, ну, как типа как комнатки. Это не туалеты, это бункеры такие. Бетонные такие, ну. Хотя мне, например, кажется, что навряд ли они могут там особо защитить, но тем не менее. Ну, если кому-то покажет, что у нас в этот раз слишком камера трясется, это просто операторы заволновались. Так, Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай. Смотрите, чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Gradient. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил ее за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть где здесь спать и жить. И это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск — это хреново туча денег. Самолеты, перелеты, операторы, монтажеры, режиссеры. Все это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Спасибо. У Бориса крутая Спасибо вам, компания, ребят. и они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик, продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию, я ссылочку оставлю, зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит, но он сделал все, чтобы этот выпуск произошел. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромные миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Отслюнявил кучу денег. Понимаете? Кучу. А ходит в обычных джинсиках. Но такие здесь скромные люди. Что поделать? Знаете, есть такая фраза, что тараканы, крысы и люди привыкают ко всему. Это вот жить в таких условиях, вы уже для вас это привычно, что все время сирена, что все время надо бежать, или все-таки это каждый раз сюрприз и удивление? Нет, это каждый раз стресс. Ну, смотрите, если у меня практически вся семья сейчас на антидепрессантах сидит, но я и старшая дочка. Это о многом говорит. В том числе и из-за бомбежки, и из-за короны. Потому что, получается, это как двойной удар. Ну да, и выходить, получается, не особо можно, и внутри тоже не очень безопасно. Расскажите, вот многие люди, слава богу, не сталкивались с этим в своей жизни. Ну, когда начинает реветь сирена, что в этот момент происходит у вас в голове? Ну, первая секунда – это паника, а вторая секунда – как побыстрее схватить детей и обезопасить их. Если бывают такие моменты, что оказываешься на улице, падаешь на землю, и на ребенка ложишься и прикрываешь ребенка с собой. Когда мы сюда летели, мы прилетели в 2017 году. Откуда вы прилетели? Я прилетела с Одессы. Я никогда в жизни не могла подумать, что Израиль — это та страна, где ты будешь бояться за своих детей. Я вам клянусь. Я думала, что Израиль — это красивая, процветающая страна, где мои дети будут развиваться, да? Где мои дети будут под защитой. Что в итоге оказывается? Оказывается, в любой момент моих детей может накрыть ракета. В любой момент какой-то террорист может их зарезать. И ему за это ничего не будет, кроме каких-то премиальных. Он будет офигенно сидеть в тюрьме и так далее и тому подобное. У меня 3 детей, 3 сына, 3 защитника Израиля. Они растут. И они растут с любовью к своей родине. Они растут с любовью к стране, в которой они живут. Но если они видят, что никто страну не защищает, ничего страна не делает для того, чтобы она была защищена, вы думаете, они захотят служить? Нет. Люди, которые посмотрят, кто-то скажет, ну, чего вы не уедете отсюда? А куда? Ну вот скажи, вот мы уедем, да? Куда уедем? Ну, Израиль большой, наверное, есть зоны, где... Так везде обстреливают, вы не понимаете. Дальность ракет позволяет доставить в любую точку Израиля. То есть куда бы ты ни уехал, если начинаются обстрелы, они тебя найдут. Это раз. А во-вторых, почему мы должны бежать из своей страны? Почему я должна покидать город, который я люблю? Почему? Я должна жить в страхе того, что наше правительство не в состоянии нас защитить? В страхе того, что у нас постоянные выборы, мы меняем премьер-министров, мы меняем мэров, мы меняем... Да мы все меняем.
И ни хрена не меняется, я извиняюсь. Ничего не происходит. Мы меняем этих, мы меняем тех. Так никто не хочет вкладывать деньги в защиту нашей страны. Все хотят только поиметь с этой страны. Понимаете? А для того, чтобы поиметь, надо что-то вложить. Надо поставить защитные помещения. На любой детской площадке, на каждой детской площадке, на каждой должен быть мамат. На каждой остановке должен быть мамат. По улицам идешь, должны быть маматы. Потому что в любую секунду они начнут стрелять. Вот представьте, вы пришли со своими детьми на детскую площадку. У вас их 3, 4, 2, 1, неважно. Началась азака. Начались ракеты. Стреляют, взрывают. Сирена орет. Куда ты пойдешь с этими детьми? Мне очень интересно, как же в итоге формируется тогда менталитет людей, которые всю жизнь живут в состоянии полувоенного положения. Когда в любой день может зареветь сирена, и с детьми нужно бежать в бомбоубежище. Это же такая жизнь в постоянном страхе. Ну, я и скажу, что это в постоянном страхе. Вы знаете, мы ведь, приехавшие сюда, сами выбирали, куда нам ехать. Мы выбрали свою страну, мы любим свою страну. И Голда Меир когда-то сказала, что почему евреи во всех войнах побеждают, потому что египтянин, проиграв войну, может убежать в Египет. Иорданец в Иорданию. Евреям некуда бежать. И поэтому в этой стране мы привыкли, наши дети служат в армии. Но тоже, знаете, интересно, часто, допустим, поступают сюда же обращения, молодежь шумит ночью. Сидят в парке и смеются, там, веселятся, создают шум. Конечно, мы реагируем, конечно, мы высылаем, но я всегда в этот момент думаю, елки-палки, это ребята, которым сейчас 16-17 лет. Они бесятся, они хулиганят, как щенки вот это, знаете, через год-два это будут те солдаты, которые будут нас защищать, которые будут рисковать своей жизнью. Это ребята, которые из детей превращаются в мужчин, в женщин, в офицеров, в солдат в течение буквально месяца-двух. У меня на данный момент уже 4-й ребенок служит в армии. Вот моя дочка сейчас заканчивает в августе. И армию, я вижу, как она повзрослела за время армии. То есть, действительно, она из ребенка, из девчонки, она стала девушкой, у которой появилась ответственность за себя, за других ответственность. Но она вообще у меня спортсменка, поэтому у нее всегда была какая-то определенная ответственность. Спортом все-таки дисциплина привлекает. Вот, то есть наши ребята идут в армии. И опять же, как сказала та же самая Голда Меир, война не закончится, пока арабы не полюбят своих детей больше, чем ненавидят нас. То есть они отправляют своих детей, вы знаете, разница в том, что когда погибают араб, мусульманин во время теракта, он для них шахид. Они раздают сладости, они радуются. Их матери выходят к репортерам и рассказывают, как они счастливы, что их сын стал шахидом. А мы наших детей оплакиваем. У нас каждому погибшему солдату домой приезжает президент страны. И это обязательно. Президент страны Президент Израиля? страны. Да. Всего? Есть солдат, к которому приезжает премьер-министр, есть к которому президент. На самом деле функция президента у нас как английская королева. То есть главное у нас все-таки премьер-министр. Вот, но президент приезжает. И для нас жизнь каждого гражданина страны, это нас мало. Нас мало. Мы можем где-то на улице поспорить, поругаться, мы горячие, мы как итальянцы. Говорят, что если израильтянам завязать руки за спиной, они просто друг друга не поймут. Вот. Но при этом, если что-то случается, мы все вместе. А прямо сейчас здесь насколько безопасно? Когда последний раз здесь была сирена? Вот буквально где-то неделю назад. Ого. То есть в теории, пока мы сегодня здесь целый день, вероятность, что будет сирена, в целом высокая. Да. Ну, или как бы в любую секунду.
Расскажите нам, какие у нас должны быть меры предосторожности, что нам надо делать? Ну, первое, это чтобы желательно был рядом бомбоубежище. Знать, где находится бомбоубежище, самое первое. С собой должна быть всегда вода, вне зависимости от военной ситуации. Ну, это как бы Израиль, тут без воды вообще никак. И самое главное, если уже произошла сирена и бомбоубежища, ну, нет рядом, и вы даже находитесь в машине, выйти с машины, лечь на землю и закрыть голову Что в машине руками. это опасно. Да, машина, она, да. В машине нельзя находиться. Или в подъезд стоит забегать? Вот так вот. Ну, честно говоря, я бы не стала забегать Да? в сам подъезд, да, внутрь, потому что все равно, если сверху прилетит ракета, это может обрушиться, и все. Если там нету бомбоубежища, вы в него не можете зайти, то ну, нежелательно тоже туда. В этом плане лучше безопаснее на земле, подальше от зданий, чтобы ничего не отлетело. Да, да. Потому что на открытой территории, наоборот, более безопасно, чем на закрытой, получается, да? Но если нету бомбоубежища, то да. То сколько примерно у нас есть времени, если сейчас вот заиграет сирена, сколько нужно? 5-10 секунд. 5-10 секунд. Ну, максимум 15. Вот у нас на личном опыте, по крайней мере. Выбежать быстро-быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Паша. Гита. Гита. Должен вне темы сказать. У меня фамилия Гительман. Поэтому я, когда играл в компьютерные игры в подростковом возрасте, у меня никнейм был Гите. Через «и». Не Гита, а Гите. Поэтому я в первый раз в жизни вижу человека, у которого имя, как у меня был никнейм в Counter-Strike. Представляете? Где мы с вами находимся? В Ашкелоне. Насколько я знаю, от вашего дома достаточно далеко находится бомбоубежище. Да, очень далеко. Сколько вам нужно до него ехать, бежать? Ну, 6-5. 6-5 минут. Да. Это далеко считается. Конечно, оно находится совсем в другой стороне от нашего дома. И получается, что вы туда не успеваете добегать? Нет. Но у меня еще муж больной. Он инвалид парализованный. Он лежачий. Я же не могу его бросить и побежать, чтобы сама спрячься, он останется, как бы. Дома старые. Когда идет ракеты, когда шум сирены. И если падает недалеко, так у нас дома аж трясет весь. Я стою в мужа в спальне и молюсь, чтобы все пронесло, что все обошлось. Какой был самый страшный случай за все время? Ну вот последнее, то, что война была. Расскажите, что там было. Почти каждый день бомбили. В день по несколько раз. И успели кинуть, через 5-10 минут опять ракета. Страшно. Очень. А был у вас момент, когда вы уже думали, что все, сейчас в ваш дом попадет ракета? Было один раз, когда была сильный взрыв. Угу. Я слышала, как она летит, ракета. Я думала, что, не дай бог, в наш дом попадет. Что вы в этот момент чувствовали? Страх чувствовала. У меня муж плачет, когда бывает такое положение. Потому что им не просто... Он знает, что он беспомощный, ничего не может сделать. И он тяжеловато, конечно. Как вы с этим справляетесь? Справляюсь потихоньку. А что делать? Надо же как-то жить. Какое решение в этой ситуации? Решение? Моя бы воля. Если была бы моя воля. Если бы, во-первых, смертная казнь террористам. Смертная казнь террористам каждому, любому. Неважно, будь то ракета, будь то нож, пистолет, нога, неважно. Никакого срока не будет, нет. Ты убил, тебя казнили. Снести дома, лишить пособия его семью, его детей, всех. Я вот не специалист в конфликтах, военных событиях. Как вы считаете, силой на силу это дает результат? А по-другому никак. Смотрите, когда-то мы отдали им Газу. Газа же это была израильская территория.
Это была процветающая, красивая территория с домами, с морем. Вы понимаете, любая страна, которая имеет выход к морю, уже автоматом богатая. У которой есть порт, порт можно построить. Можно развивать свою страну. Можно строить дома, можно строить школы, детские сады, комплексы, дороги, кикары. Можно развивать. Но они этого не делают. Понимаете? Они этого не делают. Жители Газы, которые живут в Газе, да, вот такие же обычные граждане, как и мы. Почему они ничего не делают? Они же знают, что Газа обстреливает Израиль. Они же знают, что есть террористические организации там. Правильно? Мы не хотим бомбить Газу. Почему? Потому что там живут тоже мирные жители. Но если этот мирный житель покрывает эту террористическую организацию, значит, он с ней заодно. Правильно? Правильно. Но, например, то, что вы призываете тоже их бомбить, разве это не поддержка другой военной силы? Хорошо, мы можем терпеть, как сейчас мы терпим. Нас стреляют, мы терпим. Нас убивают, мы терпим. На нас летят ракеты, мы терпим. Да, давайте терпеть. Почему нет? Есть еще... Я не знаю конкретно здесь нюансов. Ну, кроме терпеть и воевать, наверное, еще какие-то могут быть варианты. Вы знаете, были такие возможности. Были попытки. Мы пытались договориться. Но все упирается в деньги. Чем больше денег мы им даем, тем больше мы себе покупаем молчание. Ну так извините, ребят. Мы всем все время будем давать деньги. И мы будем покупать молчание? Вы серьезно? Так а что дальше будет? Дальше нам скажут, дай 300 миллионов, иначе мы кого-то убьем. И мы скажем, да-да-да, нате. Нет, это не выход. Привет, я Паша. Здорово, я Тимур. Уже, наверное, не осталось ни одного места в Израиле, где, в общем-то, как бы не были бы ощутимы какие-то те или иные военные действия. Я в свое время... Смотри, я из Нарии. Нария — это город на севере страны. Вот мы сейчас находимся в Тель-Авиве, это самый центр. И, кстати, там, где мы сейчас находимся, просто к слову, в 96-м году был вот прямо под нами был теракт, так и назывался теракт Дизингоф. Террорист-смертник взорвал себя в автобусе. Сегодня, слава богу, нет вот таких вот каких-то терактов очевидных, как это было тогда, но своего рода есть другие. Ну, в 2006 году была война. Называлась Вторая Ливанская война. Не хочу романтизировать, но некая романтика. Ты подросток, тебе 18 лет, тебе кажется, вау, блин, впервые такое, там летают ракеты над тобой. Но на каком-то этапе ты начинаешь понимать, что это очень серьезно, потому что это все происходит прямо рядом с тобой, рядом с твоими домами. И тогда еще не было системы «Железный купол», и поэтому все ракеты, которые полетели со стороны Ливана, есть такая, я думаю, может быть, тебе известна группировка террористическая «Хизбалла». И вот начался обстрел. Это все началось с того, что они похитили 2 солдат. Ну и пошло-поехало. То есть начались военные действия. И у нас прямо возле дома даже вот погиб человек. Прям... От ракет? Да. И вот это был такой переломный момент, потому что до этого ты как-то вот смотришь на это, ну, хорошо, падают, мы там где-то в бомбоубежищах, но между обстрелами мы могли выходить в магазины, мы могли выходить, там, не знаю, по каким-то своим делам, даже были какие-то такие вот, скажем, даже не коридоры, это нельзя назвать коридоры, но просто вот какие-то передышки. Но после этого момента вот ты понимаешь, что никто не застрахован, и что это может быть любой момент с любым, с каждым человеком. Поэтому это как-то... Это шок такой, знаешь. И мы после этого действительно, я понял для себя, что вот это есть как бы война или военные действия, это все не шутки. И нужно что-то делать, куда-то там родителей отправлять. Ну, мне тогда было 18 лет, должен был призваться в армию. Пришлось уехать в Элат до призыва, потому что оставаться не было смысла. То есть. Поэтому, да, и когда мы вернулись, я помню, когда я вернулся из Элата, уже когда закончились эти военные действия, ты возвращаешься в город, и он все равно наполовину такой пустой, потому что еще не все вернулись из тех, кто эвакуировались.
И немного жутковато то, что вот ты проезжаешь по каким-то таким знакомым своим местам, и везде где-то были какие-то следы обстрела. То есть от ракеты там какие-то осколки, знаешь, там оставались. Это, знаешь, наверное, как мы привыкли, что если есть там детская площадка, Да. то, как правило, она ассоциируется не только с качелями, о которых мы часто вроде бы вспоминаем, Да. а на самом деле с тем, что там играют дети, прыгают, и это становится какой-то общим пейзажем. А если в какой-то момент жизни оказывается, что этот пейзаж какой-то элемент убирает, ну, например, убрать те же качели и оставить просто детей, тебе будет казаться, что что-то не то. А если убрать оттуда детей, то становится даже страшно, как в фильмах ужасов, да, вот эти Ну да. покачивающиеся качели от ветра. Да, как действительно, как у Кэмерона в втором «Терминаторе», если ты помнишь, там была такая сцена тоже. Апокалипсис такого очень жуткая. Знаете, очень важно, что наши жители уже поняли, к сожалению, все эти знания на крови, конечно, что когда падает ракета, ни в коем случае нельзя выбегать и смотреть ради интереса, что там произошло, потому что, знаете, говорят, в одну воронку дважды не попадает, попадает. Попадает и дважды, попадает и трижды, и могут быть осколки от тех же самых сбитых ракет. И более того, наши жители знают, что когда они слышат сирену, они должны уйти в убежище и не выходить из него 10 минут. Потому что пока ракету сбили, за ней может полететь вторая, третья, четвертая, пятая, пока эти осколки упадут, это все занимает время. Поэтому выходить ни в коем случае нельзя сразу, чтобы посмотреть, где она упала. Это интересное, это страшное, но интересное зрелище, когда вы видите, при последней войне над моим домом сбили, я не считал, 10, 15, 20 ракет. То есть это грохот, это бум, мы слышим бум, ага, ждем, сейчас еще один, ага, еще один прилет, еще один прилет, еще один. И зрелище интересное. Многие, есть зеваки, которые выходят обязательно с телефоном, чтобы снять, как летит ракета, и как наша ракета железного купола ее сбивает, уничтожает. Вот этого лучше не делать. Потому что это действительно опасно. Правильно я понимаю, что в Израиле престижно служить в армии? То есть в основном никто не бегает, не покупает корочки, а все Это же служат. престижно. Это как бы престижно ходить в садик, а в школу. Так же в армии. Это не престижно, это то, что есть. В школу скорее престижно, чем нет. То есть если у тебя ребенок совсем не ходит в школу, вот какая-то у вас проблема большая. В общем-то, то же самое с армией. Потому что если парень 21 год пришел устраиваться на работу и выясняется, что он не был в армии, у него какая-то проблема. Если его не взяли в армию, у него какая-то проблема. Есть альтернативные службы. То есть пацифисты, например, которые не хотят брать оружие в руки. Хорошо, нет проблем. Они идут на альтернативную службу, идут в те же самые больницы помогать медперсоналу. С этим тоже нет проблем. Есть и такое у нас. То есть если я житель Израиля, пришло время служить, то я могу выбрать сам, по собственной воле, не ходить с оружием, а работать, например, в медцентре. Да. Даже если у меня нет никакого медицинского образования, особых знаний. Вы будете работать санитаром, вы не будете работать врачом, будете работать санитаром. Вы будете, не знаю, помогать купаться больным людям, пожилым людям. Вы будете... То есть против моей воли невозможно, чтобы меня направили на войну? Нет. И вы можете всегда выбрать альтернативную службу, но большинство этого не делает. Ребята хотят служить и служить нормально. Более того, я вам скажу, что у нас есть боевые войска и есть войска тыловые. Так вот, в боевые войска всегда очень большой спрос. Особенно в элитные подразделения, там очень тяжело попасть. Там проверяют психологию, психотесты и так далее, физические данные. Очень тяжело, например, попасть в авиацию. То есть это просто элит. Очень тяжело попасть в спецназ. Это элит. Я насколько знаю, что здесь, если человек служил, у него там его подстрелили или он был там ранен, то ему после этого какие-то невероятные пакеты грантов, квартиры дарят, еще что-то. Это правда? Не всем, скажем так, все зависит и от степени ранения, в том числе стал он инвалидом, не стал инвалидом. Да, конечно же, естественно, что армия оплачивает, инвалиды армии получают и пенсию. Хотелось бы больше. Я вам скажу, более того, они и бастуют периодически, они хотят больше. Это тоже нормально. И, понимаете, у нас страна
большая доля бюджета которой уходит, в принципе, на то, чтобы страна вообще существовала, и чтобы мы жили, то есть на нашу оборону. Представь, что нас будут смотреть разные люди, в том числе те, которые, слава богу, живут в мирном месте, и для них вот этот разговор, это там какая-то сказка где-то там, может быть, а кто-то, наоборот, очень сопереживает, сочувствует, и вот что вы могли этим людям, не знаю, там, посоветовать, порекомендовать с точки зрения того, что им дальше делать, куда идти, как жить. Тем, кто живет спокойно и не соприкасается с такими условиями, жить дальше спокойно. Их как бы никто не заставляет погружаться в те эмоции, в ту ситуацию, в которой мы находимся. Ну, хотя бы понимание может быть какое-то, вот и все. Не писать там, что вот, ты такая-сякая, как ты думаешь о детях. В том-то и дело, что я думаю о детях. И здесь, как нигде, я не знаю другой страны, ну, по крайней мере, города, да, Новосибирск, например, я из России, из Новосибирска. Не знаю ни одного места, где могут помочь так, как помогают здесь моему ребенку, моим детям, мне, вообще, в принципе, в семье. Как молодым семьям здесь помогают с квартирами, инвалидам помогают с квартирами. В России, если вы знаете, в этой очереди можно стоять всю жизнь, еще дети и внуки будут стоять, да, в этих очередях. Здесь эта помощь реальная. Поэтому если взвешивать на весах, да, вот эту вот временную, да, опасность, которая периодически, да, возникает, и та помощь, которую дает Израиль детям в первую очередь, то, мне кажется, это перевесит. Страшно, да. Опасно, да. Но когда смотришь на своих детей, когда смотришь на прогресс, который происходит, да, у ребенка, который до 4 лет вообще не разговаривала, она только мычала, а сейчас ты видишь, что ребенок начинает разговаривать. Здесь нет такого в Израиле, что ты платишь бешеные деньги, да, там, логопедам, да, за такие особенные садики маленькие. Там это большие деньги. Здесь государство полностью... Здесь полностью, да, практически покрывает. Там, может быть, какие-то копейки платишь там за какие-то узких, да, специалистов. Но в целом все покрывается. Там я знаю по себе, у меня старшая дочка родилась там. Для того, чтобы ей ноги восстановить, многие, может, знают, да, там тонус у детей бывает в ногах, такая проблема. И вот эти частные массажи, это куча денег. Потому что государственных массажей невозможно дождаться очереди. И это я знаю по себе, по маме, по отцу, что вот эта помощь там, ни о чем. Вот они живут, 2 инвалида там в квартире, им не помогает соцжильем, не помогает оплата за квартиру, ни продуктами, ни деньгами. Вот они получают оба пенсию по инвалидности, и все, живите как хотите. А здесь это полный спектр. Здесь тебе нечего есть, напиши, тебе привезут столько, сколько тебе нужно, что тебе нужно. Действительно, здесь не дадут никогда помирить с голоду. Здесь нет такого, что тебе нечего носить. Всегда люди здесь сплоченные в том плане, что там помогут. Только скажи. Что не хватает обществу людей, так, в среднем, да, в России, чтобы мы все стали тоже чуть более открыты друг другу и помогали? Понимание. Понимание. Самое главное – это понимание. Многие люди не понимают ситуации, не понимают других людей, да, в каких они ситуациях или проблемы. Это же в основном, это же демократическая, да, страна. Написали бумагу, отправили. Здесь такого нет. Да, здесь тоже много бумажной волокиты, я не спорю, это в каждой стране так. Но здесь больше помощи. Тебе проще даже, например, не государству обратиться, там, помогите, пожалуйста, там нечего кушать. Да, есть такое раваха у нас. Раваха – это как соцслужба. Здесь проще написать в Фейсбуке, да, или в WhatsApp. У нас очень много групп в WhatsApp. Там всякие подружка за фигнюшку, там, не знаю, там, Адам за вкусняшку. Такое. То есть, например, там, ты купил футболку, не хочешь носить, выкладываешь в эту группу, там, и они спрашивают, что ты за нее хочешь? Я говорю, лимон, дай мне 1 лимон, и все. Вот так вот. Как бы обмен, да, такой. И все вот такие вот у нас, мы за счет этого и живем. И это очень классно. Понимаешь, что добра в этом мире больше, чем вот этих вот ракет, да, вот этого вот, тревоги. Добро перевешивает все равно.
Но самое главное, я повторюсь опять, это помощь детям. Здесь, в Израиле, эта страна, она очень помогает женщинам и детям. Очень. Вот это такая страна, я не знаю, что вот, ну, даже вот слов у меня нету просто. Я 26 лет прожила в России. Но там такого нет. Супер, спасибо вам большое. Давайте пятерочку. Желаю вам удачи, чтобы больше ракеты здесь не летали. Мирного неба нам Да. всем, да. А добра побольше. Это Спасибо точно. вам большое. Спасибо. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. А чем вы помогаете людям во время обстрелов? Ой, очень многим. Начиная от того, что люди звонят, что у них закрыты бомбоубежища. Да, даже люди в домах, у кого есть бомбоубежище в домах, другие соседи не разрешают открывать бомбоубежище. Да, таких очень много. Посылаются люди, ребята тоже, как это называют, волонтеры, спиливают замки, пускают людей. Почему, я не могу понять, почему соседи могут быть против, чтобы кто-то открывал бомбоубежище? Каждому в голову не залезешь. Есть Вот. обстрел, а кто-то сидит в своем А доме, кто-то сидит не в своем хочет идти в доме, он, может быть, бомбоубежище. живет на первом этаже, ему это не мешает абсолютно. Вот. И начиная с того, что мы спиливаем замки, заканчивая продуктовой помощью. Как бы у людей, вот последняя война, которая нас очень сильно застала на 1,5 месяца, получилось, что мы вошли в... Война началась в день праздника, магазины были закрыты, потом перешло в пятницу, полдня были магазины закрыты, потом все было открыто на полдня, потом опять все закрыто, и до понедельника у людей не было ни продуктов, ничего. И приходилось просто кричать по Фейсбуку, кричать средства массовой информации, что в город нужна еда. Знаете, что хочется понять? Как так получилось, что в Израиле люди настолько сплоченные, что в случае каких-то ситуаций все начинают помогать друг другу. Вы занимаетесь общественной деятельностью. Я понимаю, что процент людей, которые здесь так или иначе участвуют там, в волонтерских движениях, помогают, это существенное большинство. То есть это не какой-то узкий круг. Но я так понимаю, что у нас в Израиле, у нас и вправду есть такое, что если у кого-то есть проблема, у нас все силы бросаются на эту проблему. Это не важно кто. Не важно, русские, израильтяне. Это не зависит от откуда они приехали. Вот есть проблема, люди все кидаются на эту проблему. Вот, например, точно так же. Продуктов не было, все другие города писали, пересылали деньги, покупали, присылали, заказывали в магазинах, присылали. У нас в любом так. У нас не бывает горя одного человека. У нас горе всего народа. Если что-то произошло, у нас горе всего народа. Даже если убивают солдата, это горе не своей семьи, ни одного города, а это горе всей страны. Вот так вот у нас много-много-много лет. У нас нет своего горя, у нас оно общее. Многие люди знают, что в Израиле одна из самых прогрессивных армий. Вот если постараться вычленить ключевые причины, почему армия Израиля настолько сильная, а в других странах этого не получается сделать. В чем отличие? Ну, во-первых, начнем опять же с наших все-таки еврейских мозгов. И очень много технологий. Знаете, страна маленькая, тем не менее мы производим оружие, которое импортируем, продаем. Производим, в основном речь идет, конечно, больше о технологиях. То есть нам, скажем так, автомат УЗИ — это не наш конек. Хотя он наш. Вот. Но вот электроника и прочее, всякие умные вещи, которые производит Израиль, мы их производим. Поэтому, соответственно, на нашем вооружении они тоже стоят. Во-вторых, опять же, патриотизм наших ребят. И причем, знаете, у нас тоже интересно, у нас субординация практически отсутствует в армии. Она идет первые 3 месяца учебки. Все. После этого
Ребята официально, у них есть такое символическое мероприятие, где они ломают дистанцию. То есть из-за этого они должны своему непосредственному командиру давать честь каждый раз и так далее и тому подобное. Вот они отслужили там 3 месяца, пусть они могут перестать давать ему честь, они переходят с ним на имя, на «вы» тут вообще не говорят в Израиле, такого обращения просто нет. Но при этом это не распущенность, это не разболтанность. И у нас, кроме того, что есть наша армия регулярная, есть также резервисты. Резервисты призываются обычно раз в году на учение. Если что-то начинается, у нас сразу же выходит так называемое оповещение номер 8. Это говорит о том, что это экстренная ситуация. Оповещают, какие войска призывают. Ребята получают домой повестку, и они обязаны немедленно явиться в расположение своих войск. Поэтому наша армия — это не только те ребята, которые сейчас служат. Это те ребята, которые 10 лет назад служили, 15, 20, если не ошибаюсь, до 45 лет. И опять же, мы, как я уже сказал, нам некуда уходить, нам некуда деваться. Мы воюем за наше существование. Мы не нападаем. Мы делаем так, чтобы не напали на нас. И все ребята понимают, то есть действительно очень мотивированные. Израильтяне очень мотивированные. Это, наверное, есть секрет нашей армии, наших успехов, наших спецслужб, которые тоже благодаря нашим спецслужбам очень многое то, что мы не знаем, очень много то, что мы знаем, мы не можем об этом говорить. Но рано или поздно выходят какие-то, по прошествию лет, какие-то ситуации, нам рассказывают, какие-то операции, и которыми мы гордимся, и входят в историю разведки. Поэтому у нас, да, сильная армия, у нас очень сильная разведка. Спасибо. Спасибо. У вас такая тяжелая в этом смысле ситуация, что вы не можете переехать, получается, отсюда? Нет, это наша квартира. Если бы она была бы съемная, другой разговор. Это наша квартира. И мы не можем же бросить ей квартиру, съехать на Схерут, жить. Как-то выживаем. Когда последний раз здесь сирена? Когда последний раз была сирена? Пару дней назад. Была ночью, в 3 часа ночи. Ну, учитывая, что вы не идете в бомбоубежище, то, в принципе, вы продолжаете спать. Почему? Я побежала к мужу в спальню. Зачем? Быть с ним там. Он же боится, ему страшно. Я побежала к нему. Ну, слава богу, все обошлось. Что вы ему говорите в такой момент? Я говорю, не переживай, не расстраивайся, Эдик, все будет хорошо. Как-то отражается психологически на том, что в таких условиях приходится жить? Полувоенных. Я думаю, что, наверное, да. Как это проявляется? Ну, я не могу передать то, что испытываем мы, потому что тяжеловато. Зная, что некуда не спрятаться, никуда убежать, ничего. И не дай бог, если ракета упадет, то все. И дому, и нам. Потому что получается, что вы просто каждый раз, когда играет сирена, вы просто находитесь в ситуации, что в любой момент времени может упасть ракета на ваш дом, и жизнь кончится. Ну да. У меня соседка, у нее маленькие дети. Она берет детей, едет к матери в Хайфу там куда-то. И на время, пока идет война, пока бомбежки, она находится там. А в хорошее время уже возвращается. А когда, допустим, она еще не уезжает, когда только вот начинаются обстрелы и все, она берет детей, хватает, спускается вниз в подъезд и сидит там. Ну, а я не могу, потому что у меня больной муж. Я нахожусь в спальне. Муж ничего не говорит, он просто плачет, ему страшно. Каждый раз? Конечно. Страшно за семью свою, за себя. Как бы он же беспомощный, он же ничем не может помочь абсолютно. Плачет, потому что он не может никак справиться с этой ситуацией, Да. потому что физически не может на это повлиять, да? Потому что как мужчина вроде, да, должен... В день по несколько раз летят. И каждый раз он это слышит. И ему тяжело это все переносить. Сколько вы так уже живете здесь? Лет 6-7. И каждый год?
каждый год одно и то же. Я обращалась, думала, может, помогут, может, что-то. Нам сказали, мы ничем вам не можем помочь. Ваша квартира как бы, район старый. Чем можем помочь? Абсолютно ничем. Ты помнишь день, когда тебе было максимально страшно? Если мы возвращаемся к тому моменту, то вот тот день, когда я тебе сказал, что мы прямо возле нас погиб человек, это на твоих глазах, что ли, было? Это было, вот сейчас объясню. Когда начинались обстрелы, мы их слышали как запуски с Ливана, потому что это относительно близко к границе. И ты слышишь запуск, такие, знаешь, бум-бум. Ты понимаешь, что скоро где-то начнет падать уже здесь. То есть была сирена, естественно, как бы сирена, которая оповещала не всегда вовремя, потому что тогда это еще лет 16 назад, системы чуть старее были. Но, тем не менее, и мы, естественно, спускались либо в подъезд, либо в бомбоубежище, ждали, пока оно отбомбит залп, и мы могли выйти, посмотреть, если где-то рядом упало. И мы спустились вниз. И вот я, правда, услышал такой, знаешь, шорох ракеты и взрыв, естественно, ЭДФ, сейчас скажу, это волна такая, да, была. Ты ее прям почувствовал? Взрывную Мы ее волну? почувствовали, как конечно. в фильмах, да, вот эти такая, все летят? Ну, это не сильно, просто, наверное, здесь больше был такой вот именно... Это было просто рядом, да. И дымок такой где-то пошел, мы это вот видим прямо у нас такие маленькие окошки в бомбоубежище, видно было их. И мы понимаем, что это где-то здесь прямо за домом, вот прямо вот дом возле него. А там был, как ты сказал, кстати, детский парк такой. И там тоже было бомбоубежище. И парень там просто поднялся на этот момент, он вышел принести что-то семье, и вот так вот произошло. То есть просто... Отец семьи, у него там дети, да. жена. Тогда ты видел труп человека, разорванного не будем гранатой? как бы... Ракеты? Ну, в общем, многое неприятное. Поэтому вот тогда ты понимаешь, что это как бы смерть, она рядом. И даже вот когда идешь спать, понимаешь, что у нас как бы нет особо времени куда-то эвакуироваться, и ты вот немного такой в напряжении. И я понимаю, как бы, как семьи, вот в Сдерот, есть такой город южный, который обстреливался и очень много лет со стороны сектора Газы. У них вообще там пару секунд на эвакуацию. Поэтому вот люди как-то привыкают к этому в итоге. А тебе сколько было тогда лет? Мне было уже 18, то есть это не то, что там было ребенком каким-то. Но все равно, чувствительный возраст еще. Да, да. Как ты считаешь, что ты жил вот в таких условиях? Оно как-то сказалось на тебе психологически? Что остались какие-то, так сказать... Ты знаешь, вот есть такой синдром, вот, наверное, те, кто, опять же, нас смотрят, многие поймут. Мы уехали в Элат в результате, не только мы. Очень много с севера жителей уезжали на юг. Их там принимали в гости или там временно. И в Элате то же самое. Элат — это южный город, в котором мы многие заселялись в отелях просто, чтобы переждать вот этот момент войны. И когда ты приезжаешь туда, и ты видишь, что очень много людей, которые не связаны с севером, они продолжают жить какой-то своей жизнью, да, и все как бы продолжает кипеть, бурлеть, то у тебя такое ощущение, что, ну как, ребят, там что-то происходит, а здесь вообще как бы ничего. Этот диссонанс, у него есть какое-то название у этого синдрома, да. И многие, кто, опять же, нас смотрит, сейчас, тем более в это время, прекрасно об этом понимают. И такое ощущение, что хочется подойти к кому-то и сказать, ну, очнитесь, смотрите, что происходит, да, как бы, ну, почему вы не переживаете тоже. Ну, ты понимаешь потом, что так это происходит, потому что люди, которые находятся вдали от этого, они не могут это понять. Люди сталкиваются с тем, что во время обстрелов, во-первых, люди не спят. Это, считай, 24 часа – это напряг. Потому что ты не можешь лечь в защищенную комнату. Когда у тебя есть защищенная комната, ты ложишься в нее, и ты спокойно можешь спать. У кого ее нет, ты не спишь 24 часа. У людей психика отсутствует напрочь. Люди просто ходят как зомби. Но и еще дети в школу не ходят, дома сидят. Спрятаться негде. Это замкнутый круг. Некуда бежать, ты не знаешь, что делать. Ты просто стоишь и молишься, пронесет тебя сегодня или не пронесет. Попадет в тебя сегодня ракета, в твой дом, или осколок. Осколки тоже падают от перехватчиков. Они падают на дома.
И пробивают квартиры, пробивают дома. После войны люди огромное количество времени, потом большое количество времени тратят деньги на лечение, на психиатров, лечить детей, лечить себя, потому что психика... С какими в основном вопросами люди идут к психотерапевту потом? Что они Панические спрашивают? атаки. Панические атаки, страх. Страх. Дети, очень часто у детей это НРС и заикание. Дети заикаются, да. Дети заикаются и НРС, да. Но почему-то очень жаль, что даже вот после того, как война и все это происходит, ну, вообще, не знаю, не понимаю, никому нет дела до живых людей, которые живут в стране. Ну, вообще нет. Если бы кому-то было дело, я не думаю, что на сегодняшний момент вот в таком плачевном состоянии, в котором находится наш город, особенно старые дома, и никто пальцем не пошевельнул для того, чтобы исправить это все. Ну, я не понимаю, насколько нужно быть жестокими и насколько нужно плевать быть на свой народ. Я просто не понимаю. Мы привыкли жить в Ашкелоне. Мы приехали сами, с Аждода переехали. Купили здесь квартиру. И вот уже лет 6-7 живем. У меня муж был ходячий, когда мы покупали. Продать, соответственно, ее нереально. Можно продать, То есть кто-то может купить, конечно. но при этом просто это будет стоить, наверное, не очень дорого. Но мы продадим, а где ж мы по деньгам мы не сможем больше приобрести квартиру. То есть здесь просто... Поэтому мы живем пока здесь. То есть если здесь даже продать, то это будет так дешево, что там, нигде больше Да. не получится купить, потому что здесь, Цены сейчас какие? Гигантские. ну, в других городах вы имеете в виду. И в других городах, и в Ашкелоне. У меня мама живет в Сдороте. Даже в Сдороте, чтобы купить квартиру, это нереально. Сколько будет стоить ваша квартира, если ее продавать? Примерно 1 миллион. Шекелей. А если даже в другом городе или в другом районе, где более безопасно? Но я не знаю, 1 200 000, 1 300 000, наверное. Минимум. Трехкомнатная квартира. Нам не нужна 5-комнатная, как у нас сейчас. Но Да. трехкомнатную не купишь за 1 миллион. А если говорить о Тель-Авиве, то это уже... Ой, Тель-Авив это вообще нам не снилось даже. А вы чем занимаетесь? Работаете или как? Я ухаживаю за мужем и работаю метаполитом. Это что значит? Ухаживаю за пожилыми людьми. Это какая-то государственная организация, да, которая дает работу, и вы Да. пожилым людям помогаете. Они за это, государство за это платит деньги? Да, государство оплачивает. Это большие деньги? Сколько они платят? 30 шекелей в час. И сколько это примерно там, в месяц Ну, получается? примерно 2-3 тысячи. На эти деньги можно здесь жить? Нет. Конечно, нет. В магазин идешь продукты покупать. 1500, 2000. Продукты подорожали, все дорожает. А зарплата не поднимается. Что такое на сегодняшний день 30 шекелей в час? Даже 30 шекелей нигде, 29 шекелей. Как можно прожить на такую зарплату? Сколько нужно денег, чтобы прийти в магазин, там, купить продуктов на неделю, например? Мне, например, обходится в неделю 800 шекелей, 900 шекелей продукты. Какой выход из этой ситуации? Что вы планируете делать? Живем, крутимся, вертимся, как говорится. Хорошо. Спасибо, что уделили нам время. Я желаю, Не за чтобы здесь все прекратилось. Дай и вы Бог. жили спокойно. Спасибо. Спасибо вам большое. Знаешь, у нас, говорят, вся нация как бы в этом плане немного такая сдвинутая, потому что, ну как можно быть психически... Вот подумай, вот ребенок растет вот в таком же городе, как Сдорот, возле сектора Газа, с нулевого возраста под обстрелами периодически. Наверное, что-то с психикой как бы нарушается. Да, они не становятся какими-то там, дай бог, сумасшедшими, но это дает какие-то травмы, которые остаются, я думаю, на всю жизнь. Тем более Израиль такая страна, в которой всегда каждая война несла за собой какую-то коллективную травму. И не говоря о Холокосте, начиная оттуда и идя дальше. Ну вот ты учишься с этим жить и смотреть завтрашний день. И продолжать. Особенно это чувствуется, когда у нас идет День памяти, это называется Йом ха-Зикарон, то есть День памяти павшим солдатам, армия обороны Израиля, не только солдатам, но и силам безопасности. И через буквально час он меняется на на празднование Дня независимости. То есть вот это даже меньше часа начинается салют. Вот подумай, с одной стороны, если со стороны посмотреть, сказать, ну как так возможно? То есть скорбь, траур
там 24 часа, полная скорбь и траур. Это не как в Америке, там, знаешь, есть там тоже день памяти, но у них там всякие скидосы, там, знаешь, они там гуляют. Здесь это действительно скорбь. Black Friday, и, да. И через час все, такой шифтинг, салюты, концерты, и все выходят на улицы. То есть каково семьям, если так подумать, которые как бы действительно потеряли кого-то? Это не скорбят, они могут ли также переключиться и праздновать? Это такой вопрос, который каждый год задается не раз. Но тем не менее, это, наверное, объясняет вот такой вот коллективный способ справиться с этим, справляться. Хочу обратить внимание, ты жил в одной части страны, там, где начались военные действия. Потом переехал в другую часть, ну, просто потому что надо убежать. Да. И получается, вы как бы там бросили жизнь, да, в каком-то смысле бросили там квартиры, какие-то вещи, по-быстрому собрались, перебрались. И приезжаете, с одной стороны, эти люди все вас принимают, и они хотят вам помочь, а с другой стороны, у них как-то жизнь продолжается. Я очень вот эту картинку четко почувствовал. Интересно, а сейчас, спустя уже годы, ты сам ощущаешь вот этот момент, что прямо сейчас где-то на планете, потому что прямо сейчас происходят десятки войн на самом деле. Да. Десятки войн в разных странах, под разными причинами. Как это вот ты воспринимаешь? Я хочу этому просто почувствовать, потому что тьфу-тьфу, никогда в жизни с таким не сталкивался только по телевизору, как и многие люди, слава богу. Но я хочу как-то быть более образованным в этом через тебя. Как ты это сегодня воспринимаешь? Ну, когда ты не вдаешься, не слишком сильно задумываешься над этим, то мы себя ведем как обычные, как все люди. То есть для нас эти конфликты далеки. И даже вот если мы возьмем сегодняшний конфликт, я не знаю, можно ли говорить на камеру, военную операцию, так называемую, да, то многие же приезжают сюда, и общаясь с ними, ты понимаешь, через что они проходили. И намного, да, может быть, даже хуже, чем то, через что мы проходили. Но с другой стороны, мы далеки от этого. Ну вот, как ни крути. Поэтому я не могу сказать, что вот у меня получается прямо вот в моменте проникнуться. То есть, когда я начинаю вспоминать и переживать эти моменты, да, ты сразу вот вникаешь в это. А так у нас, ну вот, наверное, человечество, так, это нормальное поведение. Мы пытаемся помочь, чем можем, мы пытаемся поддерживать. Но действительно, пока человек не переживет, он эмоционально, может быть, даже где-то психологически не сможет до конца помочь или проникнуться. Я правильно понял, что одна из проблем, которая здесь существует, это отсутствие бункеров в некоторых домах, в некоторых районах. С чем это связано? С тем, что не хватает денег на постройку этих? Там не только нет бункеров, там дома дышат наладом. И дома рассыпаются на сегодняшний день только из-за того, что падает или перехват идет ракет. У тебя сыпется квартира, дом. Вот сейчас мы можем потом увидеть, сыпется от того, что идет перехват. Это же сильный взрыв. То есть где-то далеко Недалеко, а вот над тобой вот взрываются. Это недалеко, а вот над и нами. взрывной волной просто уже Взрывная шатает волна, да. И вот это вот все дома с каждым днем, они рассыпаются и рассыпаются. Люди живут в сумасшедше аварийных домах, и до этого никому нет дела. У нас очень многие дома должны были давным-давно, еще лет как 10, уйти под снос, и должны были выстроить новые дома. Были проекты, люди уже взяли адвокатов, люди уже со страховыми компаниями договорились. Но почему-то страна, почему-то правительство не торопится помочь что-то сделать своим людям, потому что война у нас идет больше 20 лет, а ничего не двигается с нашим, то, что происходит в городе, у нас все стоит на мертвой точке. Это просто сегодня большое счастье, что не было сильных. Были попадания в дом, но люди не сильно страдали. Но если вдруг попадет в старый дом, я думаю, что рухнет весь дом вместе с людьми. Какое решение, как вы думаете? Как человек, который живет в этих обстоятельствах, не со стороны по телевизору смотрит, а изнутри? Много было обдумано на эту тему. Сначала думала, договариваться можно. Попробовать договориться. Но есть те, скажем, противоположные стороны, которые с ними договариваться нереально. Они все-таки рождены убивать. Хотим мы этого, не хотим, это у них в крови. Я боюсь, что здесь ничего не поделаешь.
Люди должны наживаться, а наживаются они на войнах. Вот и все. Другого нет. Просто даже что сделать здесь нереально. Что можно здесь сделать? Запретить оружие? И что же будет? Как они будут жить? Запретят оружие, найдут что-то другое. Найдут очередной вирус. Мало же погибло, надо еще что-то. Вот и все. У нас сколько войн происходит? А почему не происходит? Но я не думаю, что только из-за того, что один не поделил кусочек своего островка. Просто нужно использовать то, что у них есть. Вот и все. Возьмите Китай, Тайвань, возьмем Израиль, возьмем, ну, я не знаю, любые страны давайте возьмемте сегодня. Возьмем сегодня. Нету выхода. Пока будет политика войны, пока люди будут на этом зарабатывать, войны будут. Больше другого у меня нет. Мы с тобой говорим о вещах с глубоким переживанием. Но мы снимаем для YouTube. Да. Значит, это видео проживет дольше, чем ты и я. Скорее всего. Чисто технически. Да. И через 500 лет, возможно, твои прапраправнуки решат посмотреть, что там задержал в этом Израиле. Неизвестно, будут ли тогда такие эти страны или какие-то другие. И перемотают, встретят тебя. И представь, что у тебя есть 1 минута для того, чтобы что-то им сказать. И представь, что они по-настоящему тебя услышат. Окей, интересно. Так, ну, прям не связано сейчас с Всем темой. все, что ты хочешь. Все, что... Так, ну, дорогие мои правнуки, надеюсь, это будут не только правнуки. Все мы совершаем ошибки, все мы молодые, у нас у всех есть право ошибаться, поэтому надо действовать и не сомневаться в себе, чтобы достигать своих целей, возможностей, потенциала, который вы можете раскрыть в себе. Вот я ваш дед тут стою, прадед или какой-то родственник, и, как и вы, тоже в свое время много в чем сомневался, но в итоге чего-то достиг. Поэтому дерзайте, все будет хорошо. А если представить, что твой праправнук это генерал или президент или кто-то, да, кто в будущем будет управлять странами и принимать решения о разных действиях, что бы ты мог им сказать? Как человек, который сам прожил через это. Оставайся человечным. Будь человеком прежде всего. А потом политиком, наверное. Хотя не всегда совместимые вещи. Ну да, прежде всего оставаться человеком. Супер. Думать о людях. Спасибо тебе. Благодарю. Ура. Последний вопрос. У нас в основном позитивные программы. Ну, У нас тоже море позитива, я вам хочу сказать. Но сегодня... Война — это всегда экшен. Что бы то ни было, в самой тяжелой ситуации нужно улыбаться и искать что-то хорошее. Я, например, без чувства юмора жить не могу. Даже если война. Ну, тоже нормально пройдет. Еще одну таблетку выпьем антидепрессантов, идем дальше. Вот и в этом контексте хочется что спросить. Мы с вами для YouTube снимаем. Угу. И это значит, что видео переживет и вас, и меня. Дай бог. Технологически. Ну, понятно. И представьте, что прошло 500 лет, и ваши праправнуки решили разобраться, что ж там за прапрабабушка жила. Ага. Потому что я бы точно полистал и поискал бы своих Но я бы тоже, прапрапрадедов. если бы я так была бы такая прабабушка, я бы тоже хотела найти, узнать, что же она там такое наговорила. И представьте, что у вас есть 1 минута, и учитывая ваш весь жизненный опыт, вы бы могли им что-то сказать. Что бы вы им сказали? Первое бы, что я сказала, что оставайтесь людьми, всегда протягивайте руку людям, которые нуждаются в этом. Не падайте ниже своего уровня, как говорится, ниже плинтуса. Держите голову выше и просто всегда идите с поднятой головой. Но ни в коем случае не по трупам. Надо всегда, всегда, всегда оставаться собой. И я надеюсь, что нужно больше любви. Вот каждому я желаю вообще больше любви, душевного тепла, и чтобы меньше было зависти, злости в людях. Люди, любить друг друга, просто надо любить друг друга.
Не зависть, ненависть, вот это вот у него есть, это нету, я хочу так. Нет. Берегите и любите друг друга. Это единственное, что может быть на века и на года. Потому что без любви друг к другу и без того, что уважения друг к другу, ну, ребят, мы далеко не проедем. Супер. Спасибо вам большое. Да не за Пятерочка. что. Вот так, оп. Я так старалась.